Так, ребятки, всем огромный привет. Hi everyone. Окей, классно, что вы здесь в церкви. It is so good that you're here today in Потому что мы church. здесь растем, We are growing here. мы здесь изменяемся, We are changing here. и мы выходим новыми людьми. And we're coming out the new creation, new people. Вы знаете, что церковь это для нас. You know, the church is for us. Это для обычных людей. For usual people. Не для пастырей, Not for не pastors. для служителей, Not for ministers. а для нас с вами. For all of us. Иисус так хотел. Jesus wanted this way. Хорошо, давайте на минуту представим, что мы сможем выглянуть в окно. So let's just imagine for a second that we can look through the window. Что мы там увидим? What we will see there. Мы там увидим людей, We will see people. которые спешат, They're hurrying up. которые заботятся о чем-то, They're caring about которые, something. как в этом ролике, накапливают огромный багаж. That they're doing like in this short movie. They're taking big luggages. Чтобы потом в один момент это все потерять. So just in one second, one day, they will just lose it all. И знаете, люди накапливают. So people are just taking more and more, accumulating. Чтобы потом сесть в один день и сказать: я счастлив. And just for one day to sit and say, oh, I'm happy. Вот теперь я счастлив, потому что у меня 2 машины. And now I'm happy because I have 2 cars. Потому что у меня прекрасный дом. Because I have a beautiful house. Потому что у меня прекрасный закат на горе. Because I have the beautiful sunset on the mountain. А потом, знаете, такая приходит мысль: а может быть нет. Быть может, мне нужна еще одна машина. And then the thought comes suddenly, oh, maybe not. Maybe I need one more car. Это может быть и бесконечный цикл. And it could be just going on and on and on. И мы видим Rolex на руке, мы видим прекрасные костюмы. And we can see Rolex on the hand and beautiful suit. Но мы не видим... Дима, у нас есть эта картинка, которую я просил? Если нет, я ее нарисую. Но мы не видим... Just picture you this. Но мы не видим самого важного, что происходит на бэкграунде. The most important thing, the background thing. Это такая огромная тележка. This is the big luggage. С большими мешками. With a lot of долгов, забот, переживаний, and stress and тревог. regrets and worries. И вот этот вот прекрасный именно человек, который выглядит прекрасно, And this beautiful person that looks amazing. он впряжен в эту тележку. He's just taking this big luggage. И как только улыбка сходит с его лица, он самый несчастный человек на земле. And when the smile comes up from his face, he is just the most miserable person on earth. Потому что внешняя часть закончилась, Because the seen part finished, и теперь начинается внутренняя. and the inner part starts Он here. под давлением, He's under pressure. у него сложности в семье. He has difficulties in his family. Он самый несчастный человек в мире. He's the most unhappy person in life. Но у in the него есть world. Rolex. But he has Rolex. Это So, условно говоря. Я хочу вам показать, откуда все это началось. И самое главное, что мы привыкли так жить, и мы думаем, что это нормально. so the most important thing that is we used to live like that, and we think it's normal. Это нормально. It's normal. Так все живут. Everybody lives У like меня that. проблемы, I have problems. вот у него проблемы, He has у problems. нее проблемы. She has И мы к problems. этому относимся нормально. And we think it's normal. Но хочу вам сегодня показать, что это не так. But I want to say that it is not normal. Чтобы прийти в финиш нашей истории, To finish our story, я хочу начать с самого начала. I want to start from the very beginning, Адам еще ходил с Богом. when Adam was walking with God. Потом он согрешил. Then he sinned. Он сделал то, что Бог сказал ему не делать. He did what God asked him not to do. И Бог сказал, что теперь земля проклята. And God told that now the earth is cursed. И как результат, And as a result, ты будешь есть you will eat траву этой земли в the поте. rest of this earth in То есть, другими словами, ты будешь так сильно свелом, по-моему. Ну, неважно, ты будешь так усердно трудиться, чтобы хоть что-то выросло на твоей земле. you will work so hard
Even something little will grow on this Смотрите, о earth. чем мы говорим. Когда сейчас это важно. This is very Побудьте important. со мной. Just be with me, bear with me. Проклятие – это не некая магическая сила. The curse is not something magical force or something. Это просто отсутствие благословения. This Вот is оно. just when blessing, Отсутствие there is no благословения. blessing. Yeah, when Смотрите, there is no представьте blessing. себе благословение как шар светящийся. So let's just imagine that the blessing is a big circle, like big bowl. that is Когда я lightning. приближаю шар к земле, When I take this bowl to the earth, из волшебного света все начинает расти. because of this magical light, everything begins to grow. Как только я убираю шар, When I take the light away, жизнь уходит. the life is И going все away, начинает умирать. and everything dies. Адам умер не потому, что он был проклят, а источник жизни был отделен от него. Adam died not because he was cursed, but because the source of life was divided from Он him. жил еще по инерции 900 лет. He lived 900 more years. He was continuing to live, but Его сыновья жили 800 лет, 700 лет, 600 лет, 500 лет, мы пришли к сотне лет. his sons lived like 800, 700, 600, and like till 100 На что это похоже, когда сын years. на машине нарушил правила движения? So what it looks like when the son, for example, break the rules on the car when Отец he's просто driving, взял и забрал ключи. the father took the keys. Теперь смотрите, раньше, чтобы ему ехать, ему нужно было просто провернуть зажигание. So before that, when he wanted to drive a car, just needed to take the key И and машина start поехала the сама engine. собой. And then the car just went by Теперь itself. отец ушел, ключи забрал. So now the father took the key and he left, Теперь ему придется самому эту машину двигать. and the son has to do everything by himself. Вот что говорил Бог Адаму. Тебе придется самому двигать свои, труды. Тебе придется, и у тебя будет очень сложно. So that's the thing that God was telling to Adam, that you will do everything on your own right now, and it's very difficult. Смотрите, теперь этому сыну придется позвать его на друзей, чтобы они толкали машину. So look, just this son now has to invite his friends to help him out to push this car. Машина будет ехать, The car will drive, но будет очень медленно. but very slowly, Не с той скоростью, которую она планировала ехать. not with the speed it was born to. Отдельные люди, And some у people которых Бог забрал ключи, from whom God took the keys, прикрепили лошадей спереди. took the horses to the car И теперь она едет быстрее. and attached it to the car, and it's going a little bit faster. Но это все еще трава, которая будет произрастать тебе тернии. But it's still the grass that will give you the grass. Grass. Wheat, yeah, thank you. Это все еще та машина, которая не едет 100 км в час. It's still the same car that will not drive the Мы едем как 100 30. kilometers per hour. Что я пытаюсь вам сказать с вот этими примерами? What I'm trying to say, Жизнь, в которой мы с вами живем, это машина без зажигания. the life that we are living, this is like the car without a starting engine. И мы привыкли, что наши 30 км в час это круто. And we get used to that. This 30 kilometers per hour is У лучших cool. людей, которые накопили много, сделали много лошадей, And for better people who took a lot of horses and она, attached to the car, она едет 50 км в час. it goes 50 kilometers Но per это все hour. еще не та сотня. But it's still not 100. Улавливаете, о чем я говорю? Did you count what I said? И за это мы с вами сражаемся ежедневно. So this is what we are fighting for every single day. Мы сражаемся, чтобы наша машина ехала немножко быстрее. We are fighting for our car to drive a little bit faster. Но все, что нам нужно, это вернуться к первоначальному источнику. But all we have to do is just to go back to the Кажется, previous что вы уловили. start, Смотрите, что я вам the хочу source of сказать. life. Что он говорит Бог о этой сломанной машине? So what I want to say to you, what God is saying about this example. Он говорит, что не копите себе, нам нужно местописание. So we need the Bible verse. Не копите себе богатство
на земле, где его портит моль, ржавчина, крадут и грабят воры. Вместо этого накапливайте себе богатство на небесах, где ни моль, ни ржавчина не испортят его, не украдут и не разграбят воры. Потому что где находится сердце ваше, потому что где находится ваше богатство, там будет и ваше сердце. Смотрите, что в английском варианте, вот русский вариант. О чем он говорит? Давайте вернемся к примеру с машиной. Он говорит, не пытайтесь вашу машину... Да, прости, я полетел. It's okay. So the verse says, do not want to have many valuable things here in the world. Insects or water can destroy those kind of things. Or people may come into your house and they can rob you of those things. Instead, you should want to have valuable things in heaven. Insects and water cannot destroy anything there. Man cannot rob you of those things there. Then you will be thinking a lot about heaven, because that is where you keep your valuable things. Смотрите, это касается всех сфер. It connects to every sphere of life. Наших бизнесов, It connects to business, наших отношений друг с другом, our relationships with each other, наших исцелений или болезней. our healings or our Все эти sickness. сферы. Мы как машина, All the которая пытается ехать. We like that car that is trying to ride. Если говорю о врачах, то наши лучшие врачи — это машина, которая едет на 30 километров в час. Even when I speak about doctors, it's like this car that goes with the speed of 30 kilometers per Дайте hour. пример. Сколько стоит сходить к врачу, вылечить зуб, пломбу поставить? So just for example, how much does it cost to $600, да? go to the Пусть 1000, ну вот. Представьте, Бог это сделал из ничего. So imagine God did your teeth out of nothing. Используя его идеальную систему, он вырастил зуб из ничего, сам собой. He was just using his ideal system and made your teeth. Но чтобы человеку это сделать, But for people to do it, нужно проехать на 30 километров в час. you have to go this 30 kilometers per hour just Вот там все что-то во рту поделать, укольчики сделать. to do a То есть все, что я вам показываю, лучшее, что мы имеем в мире, So everything best that we have in this это life только 30 километров в час. is just the 30 kilometers per И hour. поэтому Бог говорит, не занимайтесь тем, что вы улучшаете эту систему. So God's saying, don't do this to try to Вы make it тратите better. зря время, он You're говорит. just wasting your time. Эта машина все равно не поедет быстрее. This car will not go faster. И более того, если вы накопите, вы что-то сделаете, воры придут и украдут. То есть And even more, even if you will have this, all of this stuff, the robbers, the thieves will come. он показывает нам бессмысленность наших усилий. He was just showing us the vanity of our. И только потому, что все это делают, And only because everybody is doing that, это не значит, что это правильно. it doesn't mean that it's good, Не значит, что это правильно. and it doesn't mean that it's right. Смотрите, давайте я вам приведу к другому, покажу вам еще одно место. So I want to give you one more verse. И вы помните, мы говорим о том, чтобы все люди хотят быть именно счастливыми. So you remember that we are talking about this, that И every person wants to be happy. наша машина в 30 километров в час — это просто наш путь к счастью. And the car that drives 30 kilometers per hour is just our way to happiness. И теперь, когда Иисус приходит, помните, мы начали в Адаме, когда все случилось в Адаме, вот это вот проклятие, то есть отсутствие благословений. So just remember, that it all happened in Adam when this curse, it's just when the blessing are not there. То есть машина перестала ехать свою скорость в Адаме. So the car stopped driving the speed that it was supposed to in Adam. И теперь хочу вам показать, есть лучший путь. But it's the better way is there. Есть лучший путь вместо того, чтобы накапливать. There is the better way without Есть лучший путь, чем делать все своими усилиями. It's the better way than to do it all on your own. Есть лучший путь, чтобы стараться из вот этого сорняка, чтобы хоть что-то проросло. Есть лучший путь. It's the better way when you're trying to do
something from the small. Yeah, from the small, taking out the wheat or something. Смотрите, что Иисус нам говорит. Это от Матфея 11 глава. So what Jesus says in Matthew 11. Он говорит, что Отец мой верил мне все. My Father gave me everything. Смотрите, скажите, что все верил. Just say it's aloud. God gave me everything. Что значит все? Все сферы. Все, что бы ни происходило здесь на земле, Иисус это все имеет в себе, в Его руках. А потом дальше Он говорит, кроме Отца, никто, кроме Сына, никто не знает Сына, кроме Отца. And then he says, nobody knows the Son but God, but the Father. То есть Иисус лицензированный представитель Бога здесь на земле. So Jesus is the one who represents God on this earth. То есть Он все имеет. He has everything. И никто другой не может этого нам дать. And no one can give it to us, nobody else. А потом он нам говорит дальше, кроме Сына и того, кого Сын избирает. То есть нас с вами Сын избрал. But only Son and whom Son has chosen. So we are chosen by Son. А теперь он говорит, внимание, придите ко мне все. And now he's saying, come to me, everyone. Все это все. Everyone means everyone. Труждающиеся. Everyone that are burdened. И обремененные. Yeah, that are weary. Если мы как стоим на тележке, мы уже себя загнали так сильно. And when we are so far gone, мы так и стремимся все это им получить в своей жизни, накопить, приобрести, что мы себя загнали вообще в минус 0, в минус 1. So far gone, trying to accumulate everything, that we are like -1. Но теперь он говорит, вот там все началось в Адаме. And now he's saying, it started all in Adam. У меня есть теперь ключ от этой машины. But I have the keys to this car. И я могу запустить это на полную скорость. And I can start it to full speed. И поэтому он говорит, придите ко мне, все уставшие и обремененные. And that's why he's saying, come to me, all the и я успокою вас. And I will give you comfort. Я успокою вас. Смотрите, он говорит, возьмите на меня ярмо мое. Take my yoke. И научитесь у меня. And learn from me. Потому что я кроток и мягок сердцем. Because I am gentle. With a gentle and with a kind heart. И результат вы найдете что? And what will you find in the result? Вы найдете покой. You will find peace вот and тот rest. покой, которого у вас не было. The rest that you're looking for, and you didn't То есть have it. вся вот эта предыстория была для того, чтобы показать, что в Иисусе Христе So all of this history was to show you that in Jesus Christ мы получили возможность we have this possibility изменить, как мы теперь можем вести бизнес. To change how we are doing business right now. Как мы можем жить в наших жизнях по-другому. How we can live our lives differently. Как мы можем измениться и, самое главное, получить тот покой внутренний. How we can change and have this peace, inner peace. Вы знаете, я был свидетелем, когда многие люди обогащались. I saw a lot of people that they gain money. И сразу приходили в жизнь или бандиты. And those thieves came into their lives. Или приходили кто-то еще. Or someone else. Это вот о той ржавчине, о которой говорит Бог. Не пытайтесь запустить вашу машину теми технологиями. Возьмите мои технологии. This is what God is saying about that. Don't try to start your car with that technology. Потому что земное не сможет коснуться небесного. Because the earth things cannot touch heaven. И это будет защищено. It will be protected. Это будет работать. It will work. И самое главное, когда мы с вами строим все это своими руками, and the most important, when we are doing that by our мы возвращаемся к той на тележке. We are coming back to that luggage that we have. Где мы впрягаемся в эту на тележку. When we take this luggage. И мы это несем. And we are carrying it. Сегодня за квартиру. Today for the ребенку за садик. For the
потом школу kindergarten, заплатить, school, потом to pay for налоги, for потом taxes, еще. and something else. Жена хочет новое платье, And wife wants a new нужны dress. ногти, We need some nails here что-то too. еще нужно. А оно вот здесь. Ермо, знаете, что такое ермо, да? Do you know Ермо. what a yoke is? Йог — это такая штука, которая одевалась валам на шею. It's the thing that was put on the bulls. On the bulls. There is necks. Благодаря вот этой штуке So because of this yoke, все остальное двигалось. everything was working. То есть, если ярма нет, вся тележка не поедет. When you don't have this yoke, it's not going И to work. поэтому Иисус здесь именно говорит: «Мое ярмо And that's why Jesus say, my yoke будет легким». is easy. То есть Он не говорит, что жизнь с Иисусом — это будет легкая жизнь. He's not saying that life with Jesus is easy. То есть, другими словами, говорит: «Я предлагаю», Иисус говорит: «Я вам предлагаю ваши проблемы облегчить». He's saying, I am offering you to make your problems easier. Я предлагаю вам освободить вас от долгов. I'm offering you to set you free from your Я debts. предлагаю вам освободить от болезней. I am offering you to get healed. Я предлагаю освободить ваши внутренние ментальные проблемы. And I'm offering you to heal you mentally, inner Но это не soul. будет как вот раз, и вам ничего не нужно делать. And it's not going to be like, oh, once and you don't have to do anything. Это будет в новый стиль. It's going to be a new style. Нам придется работать. You're going to have to work. Потому что он говорит о ярме в своем. Если русский, включи, пожалуйста, русский вариант. Do you have the Russian version of Он this? говорит: возьмите на меня ярмо мое. He's saying, take my yoke. То есть все еще что-то будет. You will still have the Нам yoke. что-то нужно будет сделать. You will still have to do something. Но он говорит: вот это, что нужно будет именно сделать, But he's saying what we're он going to do. успокаивает нас. He's comforting us Мое ярмо that his yoke, не тяжелое. it's not heavy. Он говорит, что моя ноша будет вам легкая. He says that his yoke, his burden is easy. Вернусь к моему примеру, который мы взяли. So Уже let's come back to the не нужно example. много лошадей, чтобы вести эту машину. You don't have to take many horses to drive Не this нужно никому car, подталкивать. and nobody has to push it. Но вам будет легко теперь вести эту машину. But it's going to be easy to Потому drive что this я вам car возвращаю ключ. because I'm giving you the keys. Но вам все еще нужно знать правила дорожного движения. But you still have to know the Вам rules. все еще нужно работать над чем-то. You still have to work on something. Вот, но вам, это ярмо, оно будет легким. Вот что он говорит. But this yoke is going to be easy. That's what he's trying to say to you. Давайте я вам приведу пример. Все, что теперь нам нужно как верующим, и так мы поняли, есть альтернативный вариант. So now we understand that we have alternative. Но нужно понять теперь, как работать в новых условиях. We just need to realize and learn how to work in this new ways. Я когда смотрю на мою жизнь, When I look at my life, я смотрю на обещание Иисуса, что я могу жить по-другому. and I look at the promises that Jesus gave me that I can live differently, Я говорю себе: Женя, тебе нужно постараться разобраться в этом. and I tell myself, Zhenya, you have to figure out how Как работает новое ярмо? how this new yoke is working. Что нужно делать в новой системе? What you should do in this new system Чтобы иметь такой же результат и лучше, to have this best results, но при этом не страдать, but not to do it on your own and не быть разрушенным, не быть not be разбитым. destroyed. Давайте я приведу еще один пример. В Библии есть одна история, пример вот о чем. Как женщина узнала Божье ярмо и воспользовалась им. So let's just take another example from the Bible, the one that the woman figure out God's yoke and how it's working. Знаете, нам говорит Библия, она была больна. And the Bible says that this woman was sick. У нее было кровотечение. Я не хочу вдаваться в детали. Скажем, она была больна.
Yes, she was bleeding. Она потратила все свое имение, то есть она была богата. She lost everything she had. Но она потратила все на врачей. Though she was wealthy before, she spent all her money on doctors. Лучших профессионалов своего дела. For the best professionals of their. Но которые все еще ехали со скоростью 30 км в час. But even those doctors, they were driving with the speed 30 km per hour. У нее ничего не осталось. And she had nothing. И вот она сделала то же самое, что мы сейчас с вами сделали. And she did the same thing that we are going to do. Она услышала о новой возможности. She heard about this new possibility. Что можно наши проблемы решать в другой способ. That we can figure out our problems in a different way. Все, что она сделала, она сказала внутри себя. What she did, she said to herself. Если только прикоснусь к нему. If I just touch him, я исцелюсь. I will be healed. Если только прикоснусь к нему, я исцелюсь. If I just touch him, I will be healed. Сравните. Одна очередь, один врач. Вторая очередь, второй врач. Плати, плати, плати. Мы не знаем. Давайте это сделаем, давайте это. Становится только хуже. So one way was just to go from one doctor to another, and it was just worse and worse and worse. Вот в новый способ. And this new way. Она услышала об Иисусе. She heard about Jesus. Что Он исцеляет людей. He heals people. Она узнала, что кто-то прикасался к нему. She knew that someone was touching him. То есть, другими словами, что Иисус был способен решить то, что не решили профессионалы. She figured that Jesus can figure this problem out. Она видела похожие случаи на ее, и это сработало. She saw that someone else had a way out of his problems because of Jesus. И что она сделала? Она сказала, я сделаю то же самое. And what she did, she said, I'm going to do the same thing. Я только прикоснусь к нему, и я исцелюсь. I will touch him and I will get healed. Я только прикоснусь к нему и исцелюсь. I will touch him and I will be healed. Посмотрите, что важно знать про эту женщину. Когда она шла через еврейскую толпу, So what you have to know about this woman, when she was going through the Jewish crowd, из-за того, что она была нечистая, because she was unclean, ее имели право побить именно камнями в эту же минуту. Those righteous people could stone her. Но, смотрите, вопреки, то есть она рисковала своей жизнью. So she was risking her life going there. Если кто-то узнал, что до того, как она прикоснулась к Иисусу, если бы кто-то узнал, что она больна, if someone sees that she's sick, по закону ее должны были наказать сразу. By the law, she would have to be stoned immediately. То есть это не просто женщина, сидящая где-то в парке. Ну да, есть Иисус. Она верила в это. It's not like just woman sitting in the park like, oh yes, there is Jesus over there. She was trusting. Ее проблема, ее тележка была настолько огромная и настолько нереально было ей самой разобраться с этим. Her problem was so big she couldn't figure out it on her own. Ее налегке означало было, рискуя жизнью, пройти через вот ярмо в действии, рискуя жизнью, веря Богу. So this is how God's yoke is working. She was risking her life, trusting God. Но она верила, что если прикоснется, but she believed if she just touched, то она исцелится. She will be healed. Это произошло, когда она коснулась. And it came to pass when she touched Jesus. Она исцелилась. She was healed. Иисус почувствовал, как сила из него вышла. Так нам говорит. Jesus felt that the power came out of him. И он спросил у учеников, кто коснулся меня? And he asked his apostles, who touched me? Почему это важно? Why it's important? Потому что ученики говорили, вокруг тебя сотни людей. Because his apostles told, oh, there are hundreds of people around you. Ну, кто все касается тебя. Everybody's touching you. Но только она это сделала с верой. But only she did it with faith. С какой верой? With what faith? То, что Иисус способен решить ее проблему. That Jesus can change her problem and take her burden. И финишируя, что хочу сказать, So когда мы говорим, что мы готовы и хотим решать вопросы с Богом по-новому, when we say that we want and we are ready to change our problems with God in a different way, все, что нам нужно, everything that we need, нам нужно быть как эта женщина, we need to be like this woman, верить по-настоящему,
to believe in our hearts, really believe. Really believe. Really believe. Верить и поступать так. And do according to our faith. Несмотря ни на что. No matter what. Все еще болит в твоем теле Does что-то. it still hurt? Но ты идешь и говоришь своими устами. То есть ты делаешь на поступок веры. Вот как облегчение приходит. But you're Вот как мы still становимся moving. налегке. You're still moving and you're saying to yourself, I am going, I'm going to touch him, I'm going to Веря Богу и делаю шаг веры, говорю, Господь, я получу это. I trust God and I make a step of faith and I say, I declare it that I'm going to receive it. У нас миллионы примеров, ну не миллионы, множество примеров So many в нашей examples жизни. in our lives. Когда все кричит нет. When everything is screaming no, Когда все именно говорит, что тебя убьют камнями. everything is saying, oh, you're going to be Когда stoned. говорят, тебе не откроют визу. That it's saying like, oh, you're not going to have visa. Твоя жизнь в Америке закончилась. Your life in America is finished. И все, что у тебя есть в твоем сердце. But everything that you have in your heart, Господь, я только прикоснусь к тебе, и дверь откроется. God will touch you and the door will be Я open. просто буду смотреть на Иисуса, следовать и идти по воде. I will look at Jesus and I will И волны не go on причинят мне the water. вреда. Вот чему нам нужно научиться. What we have to learn, this is what we Это have to получать обетование от Бога take the promise of God и дальше жить согласно этих обетований. and live according to this promise. Если не будет хотя бы одного из этих, If you don't have one thing тогда будет out of просто, two, мы будем как люди, которые касались Иисуса, и Иисус говорил, это просто касание. we will be just like those people who were touching Jesus, but nothing happened. Вот и все. That's it. That's all I wanted to say. It's very simple to really believe И поступать. and do according to your belief. Верить и Trust поступать. God